Всем привет! Это Панама, я в Панаме. Кажан на связи. Сегодня я вам покажу аэропорт Токумен. Международный аэропорт Токумен – это аэропорт столицы Панамы, находится в городе Панама-Сити. Данный аэропорт является базой авиакомпании Copa Airlines и региональным узлом маршрутов следования в страны Карибского бассейна, Центральной, Южной Америки. А также имеет некоторые маршруты в европейские и азиатские города. Поехали, увидим, что там происходит. Здесь паркинг аэропорта. Ну, друзья, конечно же, он платный. Въезжаем, оплачиваем и, соответственно, уезжаем спокойно. Но, в принципе, как в Москве, есть тема 10-минутная бесплатно. Ну, то есть, как бы ты заехал и можешь быстренько забрать и уехать. Вот, бывает, стоит дежурный, давай, выгоняет, что стоишь. Некоторые таксисты в ожидании своего клиента тут круги доматывают, чтобы не платить. Это не только в России, также и в Панаме происходит. Вот. Ну, все тихо, спокойно. Так, ну вот тут банкомат для карточек. Значит, что сколько стоит? Один день $24. Все это у нас в американской валюте. Напоминаю, курс у нас американский доллар. Не, ну есть, конечно, копейки Бальбоа, но все-таки это американский доллар. Так, 2 часа 30 центов, 6 часов 40 центов. Тарификация идет, соответственно, по часу. Ну, вот. Кто хочет все официально, вам туда. А мы идем дальше. Мы заходим в аэропорт. Так, главное, чтобы здесь никто не сбил. Да, здесь есть еще в аэропорту специализированный шаттл, который позволяет добраться из терминала к терминалу. Ну, мало ли кому там пересадку сделать. Вот. Так, мы отсюда заходим. Здесь прилетная зона. Давайте сначала здесь пройдем, потом поднимемся наверх. Так, что здесь имеется? Ну, все в ожидании гостей. Все выходят оттуда с чемоданами. Значит, что тут есть? Ну, как обычно, здесь продаются сим-карты. Есть прибытие рейсов. Надо глянуть. Есть женский туалет. Это уже неплохо. Ну, есть возможность налить питьевую воду. Поэтому это очень даже хорошо. Проблема с багажом и так далее. Здесь есть сервис, где если потерялся, тоже можно обратиться, как и во всех аэропортах, и достать. Такси. Что-то пусто. Национальный банк Панамы. Это отделение. Интересно. Ну, есть полиция. Кому нужно, можно обратиться. Так, обменник. Ну, в принципе, здесь уже все. Есть банкоматы Банисма, Давиенда. Ну, и везде несколько обменников.
Red Plus. Интересная работа. Сидит и ждет ожидания. Ладно. Так. Вот, проблема с багажом, все дела. Welcome, обращайтесь. Вам здесь помогут и найдут. Там в конце, значит, есть выбор аренды такси. То есть разные компании. Можно подобрать. Можно забронировать заранее через приложение. Но также по факту арендовать и снять не проблема. То есть тут нет каких-то гипер очередей на аренду машины. Поэтому всегда можно у какой-либо из компаний арендовать тачку. Ну вот, мужской туалет. Так, есть Avis, Yates, Budget, National Express, Dollar. Большой выбор. А местная, вот я знаю, недорогая, это Lama. Но там проблема в том, что ты не везде тачку можешь скинуть. Поэтому, когда здесь оформляешь, нужно понимать свой маршрут, где ты будешь оставлять тачку. Вот. Мы катались на экспрессе. В принципе, заплатили дороже Алама, но оставили тачку, где хотели. Так, ну что, будем подниматься наверх, на полосу вылета. Рент-кар. Так, ну, как всегда, вас могут встретить такси, предложить такси. Как я говорил в предыдущих видео, можно воспользоваться Uber или InDrive. Uber будет составлять 15-18 баксов в зависимости от времени пика, да, вашего заказа. А InDrive будет составлять около 10-12 баксов. Здесь зона вылета. Ну, здесь вам замотают багаж. Вообще аэропорт небольшой. Ну, все нужно для аэропорта. Но я имею в виду для вылета. Вот, даже народа не очень много. Но стоек хватает, поэтому если вдруг будет пик желающих покинуть Панаму, то это не проблема. Всем места хватит. Так, ну поднимемся наверх и посмотрим, что есть там. Ну, здесь уже проход в зону вылета. Вот дополнение. Вот здесь проходите зону, вас проверяют билетики. Ну, уже сразу зеленый коридор. Здесь у вас проверяют чемоданчик. Ну и там уже пограничники. Так что тут все быстро, без очередей. А вот здесь сверху можно увидеть, когда ты уже прошел зону зеленую, что там находится. Магазины, дьютики. И все привыкли видеть такой аэропорт. Duty Free, Americas. Вот такая маленькая зона ожидания. Больше похоже на автовокзал. Но здесь можно подождать. Если времени много,
что можно изучить. Есть зарядки, можно зарядить телефон. Ну, есть вид лаунж. Подождать там, дождаться. Вид сверху. То же самое. Да, и забыл сообщить, в каком терминале мы находимся. Это терминал номер 1. Но продолжаем наш путь к аэропорту. Терминал номер 2. Вот наш водитель. А вот наш автобус. Так, пойдем присядем на самый верх. Так, друзья, ну это терминал номер 2. Токумен, аэропорт. Поедем туда, посмотрим, что там. Супер полицейский. Регулировщик, я бы сказал. Смотрит вправо-влево, чтобы никого не сбили. Ой, что-то с камерой моей стало. Здесь уже местный терминал, местная компания Copa Airlines. Летают тут из Доминиканы, из Центральной Америки, из Южной Америки. Анахас Браун, кто-то кого-то ждет. Так, ну здесь в принципе идентично, как в международном терминале. Но посмотрите, стены повеселее, то есть тут прошел ремонт, полы повеселее, посветлее все, покультурнее. Ну, как говорится, сначала для своих, а для гостей потом исправим. Да, еще самое важное, полезное, хочу сказать, что здесь и нету такс-фри. Здесь и нету такс-фри, поэтому ситуация здесь такая, что если вы хотите купить товар и получить такс-фри, в аэропорту сделать этого не получится. Поэтому вы должны оформлять это все в торговом центре, в магазинах, где это покупаете, если они это позволяют сделать. Ну, либо просто просить скидку. В принципе, скидку можно выпросить по-любому. Это ж Панама. Поэтому не забывайте об этом. Напоминайте, что вы турист, показывайте, что вы турист. И просите скидку. Они делают. Так, это информационная стойка. Он там спит, что ли. Стоят сотрудники, помогают оформить билетики, багаж. Здесь даже уже мы можем обратить внимание, что народу побольше. То есть люди вылетают в ближайшие страны. В сторону России летит мало. Есть такие, можно назвать, киоски, столики. Кто как называет, все по-разному. Где тут можно оформить самостоятельно, либо если ты не разбираешься, тебе поможет тот человечек в форме и подскажет, как тебе быстренько багаж оформить, чтобы не стоять там, не ждать очередь возле стойки. Ну, самое главное, чтобы ты зарегистрировался, конечно. Вот, как-то все вот так здесь происходит. По поводу какого-то ожидания и вообще ожидания, ну, тут как-то не очень честно. Здесь вот такие сидушки, пару штук и все. Остальные отдыхайте на полу. Сразу видно, да, здесь прошел ремонт. Ну, вот везде вывески Copa Airlines. Ну, потому что это внутренний терминал для внутренних перелетов. Вот. В дополнение, если вы имеете скидочку, точнее не скидочку, а пенсионадо панамское, как его получить и как оформить, можно посмотреть ссылочку наверху. Получайте скидку на Copa Airlines, да, имейте в виду.
Главное не забывать заранее, конечно, это показывать, рассказывать, и все будет у вас хорошо. Ну, здесь я заканчиваю нашу экскурсию по аэропорту Токумен. Показал вам 2 терминала. Если видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Буду дальше освещать эту страну. Всем спасибо за просмотр. Пока. Tell me what you want, what you need. Tell me, tell me, tell me. Tell me what you want, what you need. Tell me, tell me.